Привет! Я живу в Великобритании уже 8-й месяц. До этого я жила в Германии, в городе Дюссельдорф. А еще до этого, в 22-м году, мы уехали из России, из Москвы. И я хочу сегодня рассказать в этом видео о 9 таких вещах, которые шокируют людей, которые сюда приезжают жить, в Англию и конкретно, наверное, в Лондон. Ну, поговорим мы с вами о медицине, о менталитете англичан, о том, в каком состоянии здесь жилье, сколько оно стоит и стоит ли оно вообще своих денег. Ну и в конце я расскажу, вообще жалею я или нет, хотела бы я отсюда уехать, или, может быть, мне здесь, наоборот, очень нравится. Ну и первое, наверное, что стоит обсудить, это жилье. Я не знаю ни одного человека, которого бы устраивала ситуация с жильем и цены на него в Лондоне конкретно. Конечно, во всей остальной Великобритании полегче, но я буду говорить о своем опыте. И здесь, наверное, самое главное, что шокирует, это соотношение цена-качество жилья. Мы снимаем квартиру за 2000 фунтов. Я, кстати, ее показывала, у меня есть обзор этой квартиры, есть еще видео, как мы ее искали. Ну, в общем, это не то чтобы очень большая квартира, и здесь, в принципе, с жильем напряженка. Здесь в основном старый фонд. В основном у вас будет, ну, если речь идет именно о небольшом или среднем бюджете, не о премиум жилье, да, будет довольно скромный ремонт. Часто в домах встречается плесень, они старые. Это часто викторианские дома, которые разделены на квартирки небольшие, нарезанные комнатки небольшие, где стоит вмещается только кровать. И стоит это все бешено дорого. 1600 это, наверное, нижняя грань фунтов для двухкомнатной квартиры. То есть, ну, ниже вообще невозможно снять именно в черте Лондона. Для сравнения, в Германии, в Дюссельдорфе мы снимали квартиру за 1600 евро. Там было две больших спальни, огромная гостиная, столовая, отдельная кухня. И размер квартиры, наверное, метров на 20 превышал тот, который есть у нас сейчас. И, кстати, квартира находилась довольно близко к центру города. Вот так она выглядела. Второе, что стоит отметить, это проверка, которую вообще стоит пройти, чтобы снять жилье. Мне многие пишут в комментариях, что если нет кредитной истории, если нет работы, ну если нет работы, так точно невозможно снять жилье. Это правда. У нас вообще, мы приехали по Skilled Worker Visa, и у нас официальный источник заработка, который нам позволил довольно без проблем как бы снять в аренду квартиру, даже без кредитной истории здесь. Но если у вас нет возможности подтвердить постоянный доход на территории UK, то, скорее всего, вам придется заплатить за несколько месяцев вперед аренды. И это очень приличная сумма, да еще и за такое жилье, да, которое я описала. Специальные компании, вообще агентства проводят такие проверки, они проверяют все ваши счета, все ваше прошлое. И иногда бывает такое, что на какую-то очень хорошую квартиру просто очередь, несколько людей претендуют на то, чтобы ее снять, и вы, допустим, в рамках этой проверки просто наименее приятный для лендлорда или для этого агентства кандидат, и вам могут отказать. То есть здесь выбирает лендлорд. Но, с другой стороны, у такой системы есть плюс, потому что на самом деле все это, весь рынок аренды, да, он действует в рамках закона. И, допустим, если в России вас могут просто выселить из квартиры, просто поменяв замки арендованные, и там ваши вещи останутся, и вы ни в какой суд не пойдете, потому что судебная система у нас не работает адекватно, то тут правда на стороне того, кто снимает, и вас даже не сразу выселят из квартиры, если вы долго не платите арендную плату. То есть там это может очень затянуться как судебный процесс. Поэтому собственник всегда смотрит, кого он заселяет, не столкнется ли он потом в будущем с неплательщиками, с тем, что ему придется идти в суд, чтобы вообще их выселить. Знаете, следующее, что я очень часто слышу, вижу, особенно на Ютубе, это истории про криминал, засилие мигрантов. И давайте я здесь сразу скажу, что на этой теме очень много хайпа, очень много люди пиарятся, набирают аудиторию, говоря, как все плохо. Безусловно, есть определенные проблемы в этой сфере. В Лондоне жестко воруют телефоны, могут воровать кошельки. Особенно это происходит в центре. Это туристический город, огромное количество людей приезжает сюда именно как туристы. И весь центральный район
и особенно еще Оксфорд-стрит, это просто засилие карманников, и нужно быть очень осторожным. Что касается бомжей, мигрантов, все эти, скажем так, островки можно избегать. Есть такой сайт, очень рекомендую, Crystal Roof называется. И там можно посмотреть по району Лондона, где какая демография, какой уровень преступлений и криминала. И, в принципе, вы можете прекрасно там, предсказать, где с вами что-то может случиться, а где нет. При этом нужно сказать, что именно в плане насильственных преступлений, если посмотреть на статистику, то есть это речь идет о лишении жизни, да. Лондон очень безопасный город по сравнению с Москвой, например, с Россией. Здесь, если я не ошибаюсь, 1 с чем-то количество лишения жизни на 100 тысяч населения, а в России этот показатель достигает 12. Ну, то есть, как бы смотря с чем сравнивать, да, опять же. Следующий пункт, который нужно осветить и про который говорят тоже очень многие люди, это медицина. И надо сказать, что медицина, в принципе, в Европе очень сильно отличается от того, что происходит в странах СНГ и постсоветского пространства. Здесь действительно лечат простуду парацетамолом. Никто не будет лечить ваши вирусные заболевания. Опять же, да, простуда — это для них не болезнь, вообще как бы не стоит париться. Нужно просто отлежаться и отпиться парацетамолом. То есть, ну, смысл вообще обращаться к врачу с таким есть, если у вас там 5-10 дней держится температура, и уже речь идет об антибиотиках. Здесь никто не будет, если у вашего ребенка температура 40, приезжать на скорой. То есть нет такого вообще. То есть скорая — это исключительно для тех ситуаций, где есть угроза жизни. Температура 40 такой не считается. То есть если, допустим, действительно что-то серьезное случилось, это какая-то травма, которая угрожает жизни, это тот же там отек квинки, не знаю, еще что-то, то да, они приедут, все остальное нет. Вам нужно будет даже, допустим, с какой-то острой болью, даже если вам физически тяжело идти, ну, значит, придется вызвать такси и доехать до пункта медицинской помощи. Там, скорее всего, вам придется отстоять очередь 4-5 часов. Опять же, да, в случае не угрозы вашей жизни. И только после этого вы получите какую-то медицинскую помощь. И так устроено, в принципе, все здравоохранение в Европе. В Германии, например, так это было устроено. И точно так же здесь, в Великобритании, в Англии. И знаете, что самое главное, что у меня здесь есть уверенность, что если произойдет что-то действительно очень плохое, я знаю такие истории, и в том числе об очень серьезных болезнях, то тебе точно помогут. И многие лекарства, высокотехнологичная помощь, и многие лекарства очень редкие, здесь даже вам будут выписаны бесплатно. Ну, это зависит, естественно, от тяжести заболевания. Так, ну поехали дальше. Дальше у нас будет вообще отношение к теплу и история про то, что в домах британских очень холодно. Надо опять же сказать, что у всех по-разному. Например, у нас в нашей квартире очень сильно работают батареи с сентября. У нас нет никаких регуляторов на этих батареях, то есть мы даже не убираем, не уменьшаем отопление. И платим мы за это фиксированную сумму, поэтому смысла на этом экономить нет никакого. Я знаю, что есть люди, которые экономят на отоплении, у которых это очень дорого стоит, особенно дорого стоит обогрев электричеством. И бывают, как я уже сказала, некачественные дома, некачественные ремонты, щели в окнах поддувает. И, как говорят и иммигранты, и британцы, чтобы вообще понять, подходит ли тебе то жилье, тот дом, который ты снимаешь, надо посмотреть, как там будет зимой и поздней осенью. Но важно понимать, что здесь совсем другая погода. Здесь не бывает резких каких-то минусовых температур, холода, вот в нашем понимании, в понимании России. Ну, самое страшное, что здесь было, там 0. Да, вот на моем опыте. Сейчас, например, 3 декабря, на улице 10 градусов, сегодня светило солнышко, сейчас уже закат. Здесь, нет таких рисков очень сильно замерзнуть. Всегда, на те дни, когда вдруг становится адски холодно, а это +2, вот, можно всегда закрыться каким-то дополнительным одеялом, согревающим, к примеру. Следующее, что действительно может шокировать, это менталитет и некоторые особенности. Любовь британцев к очередям. Например, если вы стоите на автобусной остановке, вы обязательно должны встать в очередь. Если вы полезете без очереди,
что это будет очень некрасиво, на вас очень косо посмотрят, и очереди вообще везде, и очередь священна. То есть, нарушать ее не рекомендуется. Причем какой диссонанс я заметила при этом. Здесь довольно переходить дорогу на красный свет. И очень многие британцы так делают. Тут то ли как-то светофоры так по-дурацки настроены, что очень-очень долго они переключаются. И это нормально, переходить улицу на красный свет. В Германии, наоборот, это странно, на тебя тоже очень косо посмотрят. У меня, кстати, есть целое видео, где я сравниваю жизнь Великобритании в Германии. Можете его посмотреть, оно тоже одно из самых популярных на канале. Друзья, я очень хочу вас попросить поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал. Я очень радуюсь, когда у меня растет аудитория. У меня еще есть телеграм-канал про жизнь в UK и про Лондон. Там много про события, которые у нас происходят. Можете тоже подписаться, присоединиться. Я буду вам очень благодарна за активную поддержку моего канала. Следующее, про что хочется сказать и что может шокировать иностранцев, это такая культура двойного дна. То, что наш русскоязычный человек называет неискренностью, но на самом деле это просто такая культура. Смолтоки. Не всегда британец то, что говорит, то и имеет в виду. Например, фраза that's interesting, она нам покажется что-то типа интересненькое, а на самом деле это означает, что человеку вообще это неинтересно, и он не хочет это обсуждать. И наоборот, если британец говорит not bad, для нас это звучит как неплохо, для них это звучит как хорошо, потому что слово good, оно слишком эмоционально окрашено, и его британец, скорее всего, не будет такой ситуации употреблять. Еще, сейчас вам повзрываю мозг, например, фраза quite good. В США это будет значить, что, достаточно хорошо, да, нормально. В Великобритании quite good будет что-то вроде, могло бы быть и лучше это сделано. Давайте еще парочку, например, we should get coffee sometime. Звучит как приглашение вас куда-то, да, как будто бы с вами человек хочет рано или поздно выпить кофе. Но на самом деле нет, это значит, что человек вообще не хочет встречаться, это такой слив, можно сказать, вас. Фраза with all due respect, которая звучит как со всем уважением, да, если буквально ее приводить, это вообще-то фраза очень, можно сказать, что грубая, на самом деле нет, но она предваряет обычно такой отчет вас, может быть, даже в какой-то степени оскорбление, но никто, естественно, вас прямо никогда не будет оскорблять, но это довольно жесткая фраза. И, наконец, sorry. Sorry — это универсальное абсолютно слово. И можно сказать, что вас словом sorry могут даже обматерить, если вы кому-то на ногу наступили. Очень многозначительное слово. Вот такие здесь загадки языка и ментальности. Следующее, что вас может очень сильно удивить в Великобритании, это культура секонд-хендов, зацикленность на ресайклинге, на апсайклинге, на том, чтобы использовать вещи много раз. Здесь огромное количество charity shops, винтажных маркетов, и люди, даже у которых действительно есть деньги, то есть они покупают это все не потому, что у них нет денег, просто это такая культура. То есть для них иногда винтажная какая-то вещь, она даже более ценная, чем новая. Люди относят все свои вещи в charity shops, и там же потом их другие, да, новые покупают. Это абсолютно нормально, британцы просто обожают вот это все старенькое с историей. И в отличие от людей из СНГ, они не видят в этом никакой отрицательной энергетики, для них это в порядке вещей иметь в доме старые вещи. Что может еще показаться необычным, и, наверное, это будет завершающий пункт, это культура употребления алкоголя и пабов. Что нужно сказать? Для британцев скорее необычно, если ты в течение дня или после работы не зашел в паб, хотя бы на одно пиво, чем если ты туда зашел. То есть для них это не какой-то occasion, да, то есть не событие. Это абсолютно будничная часть жизни. Там они встречаются с друзьями, с коллегами практически каждый день после работы, и уж тем более пятница, суббота. В пабы ходят с детьми, и там кушают, обедают, ужинают до 8-9 часов. Вполне можно там находиться с детьми. Ходят с собаками. Собакам там тоже наливают не пиво, конечно, а водичку. Алкоголь, он очень плотно вшит здесь в культуру. Есть сетевые пабы, есть какие-то семейные старые пабы. И паб — это, в каком-то смысле религия. Что, я вам обещала рассказать, жалею я или нет. Нет, я абсолютно не жалею. Я здесь очень
счастлива и рада, что я живу именно в Англии, в Лондоне. Так получилось, что эта страна, этот город очень отвечает мне внутренне по вайбу. Мне очень нравится здесь свобода, мне нравится здесь отношение к людям уважительное, мне нравится толерантность, многообразие от многонациональностей. Я не страдаю, я наоборот рада этому очень сильно. Если вы живете в Великобритании, напишите, как у вас впечатление, что вы думаете о домах, о жилье, тепло ли у вас вообще дома. Ну, а если вы, допустим, просто раздумываете о переезде, напишите, как у вас впечатление после моего рассказа, хотели бы здесь жить или нет. И до новых видео, пока!